Фильма по расколотой битвой «Синева небес» не будет? Как так? В чем причина и что нас ждет в будущем сюжете аниме? Помимо нынешней паузы в выходе серий, а это, напомню, до 6 сентября, создатели обрадовали нас еще одной печальной новостью. Похоже, обещанного фильма не будет. Давайте рассмотрим все по порядку. Финальная битва двух императоров, которая планируется в театральном фильме, была отложена, что вынудило создателей официально объявить о перерыве в показе. Общее количество эпизодов увеличилось до 219, и показ возобновится только в сентябре 2 сериями подряд. К сезону будет добавлено 10 новых серий, 2 из которых будут выпущены подряд в качестве компенсации поклонникам. Благодаря взрывным спецэффектам и потрясающим пейзажам, это грандиозное противостояние определенно стоит ожидания. Конечно, это не значит, что команда создателей намеренно отложила фильм финала. Главная причина в том, что содержание битвы двух императоров слишком обширно, и финальная битва между Сяо Янем и императором Хун Тяньди станет самой масштабной и напряженной битвой, поэтому съемочная группа не посмела допустить никакой халатности. Студия не могла позволить истории этого сезона закончиться до завершения работы над фильмом финала, заставляя всех с нетерпением ждать. В противном случае впечатления от просмотра были бы ниже, а сериал потерял бы свою популярность и интерес. В течение этого перерыва, чтобы развлечь поклонников, официальная команда создавала сборники эпизодов, выпуская по одному эпизоду в неделю до возобновления показа. Более того, в день возобновления показа в сентябре, чтобы компенсировать это, они выпустят 2 эпизода подряд. Да, с этим все понятно. Фильм финальной битвы мы увидим, но чуть позже. А какой тогда фильм по расколотой битвой Синеве небес отменили? Это еще одна театральная версия расколотой битвой Синевы небес, которую многие действительно ждали. Это фильм о Яо Лао, который даже получил название «Расколотая битва Синева небес. Путь Яо Ченя наперекор судьбе». За эти 2 года работы над ним не было. Официальная команда даже не сочла нужным упомянуть об этом на пресс-конференции. Уже скоро выйдет полнометражная версия, посвященная битве двух императоров, но приквел к истории Яо Лао «Путь Яо Ченя наперекор судьбе» был тихо отменен. За 2 года работы над проектом не было никакого прогресса, и на пресс-конференциях об этом даже не упоминалось, так что некогда долгожданная история учителя и ученика окончательно исчезла. События уже дошли до арки клана Яо, и если показывать фильм про Яо Лао, то именно сейчас. На самом деле в китайской анимации стало обычным делом выпускать специальные эпизоды и театральные версии, а сейчас даже снимаются полнометражные фильмы. Такие анимационные сериалы, как «Боевой континент» и «Безупречный мир», столь же популярные, как и «Расколотая битва Синева небес», уже породили бесчисленное количество театральных версий и специальных эпизодов. Однако с момента начала показа нашего любимого аниме и до его завершения многие, кажется, знают только финальную театральную версию – «Битву двух императоров». Однако правда не так проста. Еще в 2024 году у аниме был запланирован еще один полнометражный проект – «Путь Яо Ченя наперекор судьбе». Этот фильм в основном посвящен истории Яо Лао, рассказывая о его переживаниях и любви в юности, предательстве и в конечном итоге об отношениях учителя и ученика с Сяо Янем. Когда о нем впервые официально объявили, многие с нетерпением ждали его выхода, поскольку отношения учителя и ученика между Сяо Янем и Яо Лао были очень трогательными, а юношеские переживания Яо Лао также вызвали любопытство и значительный ажиотаж. Удивительно, но спустя 2 года работа над театральной версией так и не продвинулась ни на шаг, а качество постепенно снижалось, и теперь проект полностью отменен. Еще в 2024 году, когда проект был официально анонсирован, хотя и был выпущен трейлер, он состоял исключительно из моментов основного аниме, представляя собой не более чем динамический постер. Обычно производственный цикл для театральной версии составляет от 6 месяцев до года. Изначально все думали, что театральная версия «Путь Яо Ченя наперекор судьбе» выйдет в 2025 году, однако новостей до сих пор нигде не появилось. Более того, на конференции Tencent в 2025 году, хотя и упоминался фильм о Яо Лао, его понизили до статуса специального эпизода, а не полнометражного фильма. И это было не просто понижение статуса. На пресс-конференции аниме того года у фильма даже не было приличного трейлера, только старый динамический постер. Не так давно состоялась конференция Tencent 2026, на которой многие анимационные студии
анонсировали свои новые проекты. И что самое главное, в аниме «Расколотая битва Синева небес» упомянули фильм «Битва двух императоров», даже раскрыв дизайн семизвездочного Доушена в исполнении Сяо Яня, модели древнего императора Тоше и даже силуэты Сяо Яня и Хун Тяньди в образе Доу Ди. Действительно кладезь информации. Однако внимательные пользователи сети заметили, что абсолютно никаких новостей о другой части, театральной версии «Путь Яо Чэня», нет. Официальная команда вообще не упомянула об этом на пресс-конференции аниме, как будто они никогда и не объявляли. Это говорит о том, что театральная версия Яо Лао, скорее всего, отменена. В конце концов, прошло 2 года. Если бы они все еще планировали ее выпустить, у них было бы предостаточно материала. В настоящее время есть только старый 2-летний постер к аниме, а это значит, что оно не будет выпущено. Это вполне объяснимо, учитывая, что одновременное производство сериала и фильма «Битва двух императоров» обходится невероятно дорого с точки зрения трудовых ресурсов и финансов. Съемочная группа сосредоточила все свои усилия на финале. Кроме того, популярность Яо Лао в последнее время не так высока. Если бы фильм действительно был снят, он, вероятно, принес бы финансовые убытки. А что вы думаете? Вам было бы интересно посмотреть фильм о Яо Лао, его юности, встреча с почтенным фэном, основании павильона падающей звезды? Так же, как Яо Лао нашел ту самую технику сжигания, что передал Сяо Яню. Кстати, такой же техникой владел древний бог Тоше и еще множество различных событий. Лично мне очень хотелось бы посмотреть фильм про Яо Лао с интересным названием «Путь Яо Чэня наперекор судьбе». Название фильма построено на игре слов. Первый иероглиф имени Яо Чэня, Чень, буквально означает «пыль». Именно этот иероглиф вынесен в название, поэтому его можно понимать сразу на 2 уровнях. Как образное выражение о странстве и пыли, символизирующее долгий и трудный жизненный путь героя, и одновременно как прямую отсылку к самому Яо Чэню. Благодаря этому название можно интерпретировать как «Путь Яо Чэня наперекор судьбе» или «Странствие Яо Чэня вопреки судьбе», что гораздо лучше передает заложенный авторами смысл. Но не будем терять надежды. Интересно также, что Tencent Video по-прежнему сохраняет страницу проекта. Она теперь называет его спецвыпуском Яо Лао, а не просто полнометражным фильмом. Страница активна, есть трейлер и возможность оформить ожидания. А на Douyin также продолжают писать, что спецэпизод ожидается к выходу в 2026 году. Это не официальный анонс даты, но проект не помечен как отмененный. Напишите в комментариях ваши мысли, ждете фильм про Яо Чэня? Ну а пока мы в ожидании выхода новых серий после перерыва, а потом уже и фильма финала. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.